Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Алиса. Сегодня готовлю вот такие вот замечательные, полезные цельнозерновые лепешки. Отличная замена хлеба. Что немаловажно, структура у них получается именно хлебная, а не коржика либо булочки. И если кому-то важно, то это выпечка без дрожжей. Для приготовления потребуется 300 грамм цельнозерновой муки, я уже ее подготовила и просеяла, 250 миллилитров йогурта либо кефира. Я буду использовать сегодня греческий йогурт, естественно, какой-то кисломолочный продукт используйте без всяких добавок, натуральный. Потребуется столовая ложка меда, с этим количеством будет слегка сладковатая выпечка. Если не любите, добавляйте совсем немного, пол чайной ложечки, чайную ложечку, либо чайную ложку мальтекса, что еще лучше. 3/4 чайной ложечки соды, пол чайной ложки соли. Соединяем все сухие компоненты. Добавляю к просеянной муке соду, соль, мед. Вливаю кефир, желательно брать комнатной температуры, дайте ему просто постоять на столе пару часиков. Вливаю столовую ложку растительного масла, 15 мл, у меня оливковое, это не важно, используйте любое, какое у вас есть. И чайную ложечку яблочного уксуса 6%. Можно заменить любым другим уксусом, виноградным и так далее. Это потребуется как дополнительный разрыхлитель. В темных сортах хлеба используется уксус. Перемешиваю все тщательно тесто лопаткой сначала, потом перехожу на замес рукой. Тесто не должно быть чересчур плотное. Вот я перемешиваю в миске, слишком долго это делать не нужно в данном случае, просто до соединения всех компонентов. И должен у вас получиться вот такой вот слегка подлипающий, влажноватый ком теста. Желательно тесту дать отдохнуть, полежать на столе минут 10-15. Поэтому я все перемешала тщательно и накрываю посуду полотенцем. Либо можно выложить тесто на стол и перевернуть, прикрыть этой же миской, в которой вы делаете замес, как вам больше нравится. И оставьте постоять, отдохнуть, чтобы все компоненты хорошо соединились. Мука немножечко, клейковина набухла в муке. И после того, как тесто отдохнуло, можно приступать и формировать лепешки. Делать это можно удобным именно для вас способом. Можно поделить на одинаковые кусочки и раскатать каждый кусочек. Мне удобно раскатать пласт теста, поэтому я отдохнувшее тесто подпыляю мукой, той же самой цельнозерновой мукой, и раскатываю толщиной примерно, может быть, 1 сантиметр, не больше. Лепешки хорошо в духовке поднимаются, подходят, поэтому более толсто раскатывать нет потребности. Я беру вот такую вот форму, она у меня диаметром 11 сантиметров, и вырезаю лепешечки. Они тогда получаются все одинаковой толщины и одного размера. Подготовленные лепешки перекладываю на лист, застеленный пергаментной бумагой. Остатки теста, конечно же, снова собираю, раскатываю и снова вырезаю лепешки. Всего у меня получается 6 достаточно вот таких больших лепешек диаметром 11 сантиметров, как я уже сказала, и еще небольшой кусочек теста у меня остался. Обязательно сделайте проколы на лепешках. Я это делаю при помощи деревянной шпажки, можно использовать вилочку. И поверхность лепешек я смазываю тем же самым йогуртом, который использовала для приготовления теста. Буквально 1 столовая ложечка потребуется йогурта и буквально 1 капельку оливкового масла туда капнула. Это нужно для красивой такой колеровки и чтобы не оставались остатки муки сверху. Выглядит это более вкусно, что ли. Лепешки выпекаем в хорошо разогретой духовке 200-210 градусов, примерно около 15, максимум 17 минут. И вот такие вот лепешки получаются хорошо припеченные, пышненькие. Перекладывайте их на решетку, чтобы они охладились. И после полного охлаждения можно есть. Получается немного, но они очень сытные. На разрезе структуру хлеба имеет. Давайте, они мне еще тепленькие, я одну
разломаю лепешечку и посмотрите, какие они замечательные внутри. Лепешки мягенькие, очень ароматные, с приятным ореховым вкусом и ароматом, который им придает цельнозерновая мука. Приготовьте, попробуйте такую полезную, вкусную и, что немаловажно, быструю выпечку. Всем вкусных лепешек, до скорой встречи, поддержите меня пальцем вверх, подпишитесь на канал. Всем пока!